Сегодня мы снова прогуляемся по центру Риги в поисках заброшенных многоквартирных домов. Первый дом был расселен всего несколько месяцев назад и скрывал в себе много интересного. Второй же дом стоит заброшенным уже около 20 лет. Сложно поверить в то, что эти дома находятся в самом центре города. Приятного просмотра! Всем привет! Сегодня у нас снова будет небольшая прогулка по заброшенным квартирам в центре Риги. Пробрался я в первый дом, и здесь выход в подъезд. Свет горит. Висит на двери надпись от строительной компании о том, что в связи с работами по реконструкции 3 октября этого года был установлен строительный забор. То есть этот дом, видимо, из-за аварийного состояния расселен совсем недавно. Может быть, месяц или 2 месяца назад. Туалет. На самом деле, в таких домах я еще ни разу не был, прямо свежезаброшенных. Вот 2019 года дома попадались, а такие, чтобы вот расселенный месяц-два назад, такое впервые встречаю. Квартира номер 345. Опа! Висит замок, но он открытый. Вот, собственно, и первая квартира. Здесь, похоже, был пожар. Горелые стены. Очень неприятный запах. Кухня была, видимо. Пусто. Очень такой вот старинный предмет мебели. Наверное, вот сервант, но только без зеркала. Поправьте меня в комментариях, как это называется на самом деле. И у кого-то была домашняя библиотека. Много книг лежат. Удивительно, что книги уцелели при пожаре. Видимо, его быстро потушили. Так, литература на английском языке. Книжки. Вот вижу на латышском. Книжка позавчера. А вот здесь прямо сборники. Тоже латышская литература. Рассказы. Анна Бригадир. Это известная латышская писательница. Как и во всех домах такого типа, печки стоят. Стиральная машина. Чайник уже совсем горелый. Здесь был туалет, наверное, общий на 2 квартиры. А вот это вторая квартира была. Здесь была кухня. И вот комната отдыха. Но остался здесь только диван. Здесь тоже пусто.
Видимо, жильцы этой квартиры забрали свои вещи почти полностью и оставили лишь самое ненужное, то, что пострадало при пожаре. Следующая квартира. Здесь тоже, видимо, было две квартиры. Одна закрытая, а вторая открыта. Совсем такое свежее мыло лежит, видно. И кухонька. Холодильник довольно современный, большой. А вот плита старенькая. Таблетки против стресса. Чехол от телефона. Сим-карта. Календарик 2009 года. Что ж, календарики, видимо, не всегда говорят правду о том, когда место было заброшено. Ключи. А вот здесь комната была уже с ремонтом. К сожалению, сейчас она пустая. Поднимаемся выше. На самом деле не могу так однозначно сказать, что действительно ли дом в аварийном состоянии, но как минимум косметический ремонт здесь бы явно не был бы лишним. Унитаза нету, костыли стоят. Видимо, здесь жили старые, пожилые люди. И это у нас 3-й этаж. Первая квартира. Опять же лежат книжки. Математика 7 класс. Тетрадки. Вот кто-то писал 2020 учебный год. Записи по географии. Рижская 75-я средняя школа. Кстати, можно было бы написать этой девушке, найти ее в социальных сетях и спросить, почему же расселили этот дом. Вот тут записи по географии. Еще какая-то тетрадка. Не пойму, что тут такое написано. Ну ладно. Кухня. Здесь, видно, жили люди побогаче, потому что был сделан ремонт. Какой-то порошок стиральный, что ли? Воду отключили. Чипсы стоят. И вот душевая кабина была прямо в кухне. Довольно интересное решение. Видимо, люди решили сделать свою собственную ванную в квартире, чтобы не пользоваться общей. Детские игрушки. Вот у меня в детстве была такая же лошадка. 1 в 1. Коляска детская. Наверное, здесь жила многодетная семья. Как минимум 2 ребенка здесь было. 1 маленького возраста и вторая вот эта девочка, которая ходила в школу в 7 класс. Какие-то русские сказки. Даже звучит. Вот это да. Первый раз такую вижу книжку. Тоже детская всякая литература. Чемоданчик пустой. Электричества в самих квартирах нету. Лишь в подъезде горит лампочка. Не обратил внимания то, что в этой квартире даже свой туалет был сделан.
А общий туалет, получается, был тут. Плакатики на стене. Что-то интересное. Что-то кто-то писал на латышском языке про себя. Какое-то, что ли, CV. Или просто интервью такое небольшое про себя. Гуннар Скалнинш. Вот. А вот следующая квартира уже была без ремонта. Мебель осталась. Вот тоже многие люди удивляются, что люди съезжают и оставляют вещи. Ну вот куда такой большой шкаф можно забрать? Он и старый уже, и перевести его будет сложно. Лежат у нас снова книжки. Опять же на латышском языке. Так что, по всей видимости, в основном в этом доме жили не русские, а латыши. По крайней мере, русских книг я тут пока еще вроде не видел. Тетрадь для нот. Кто-то даже занимался пением. Следующая квартира. Точнее, сразу две квартиры. Самое интересное всегда за закрытыми дверьми. Зайти можно только в туалет, к сожалению. Что ж, идем дальше на 4-й этаж. Пепельница стоит. Видно, жильцы выходили на лестницу покурить. Вместо туалета здесь снова кладовка. И следующая открытая квартира. Здесь очень неприятный запах, скажу вам. Тарелочка. Китайская. Совсем недавно здесь жили люди, судя по запаху, по вот такому порядку, который тут остался. Вот даже хлеб оставленный, и хлеб даже не заплесневел. То есть он просто зачерствел, но он не плесневый. Тоже здесь был туалет прямо на кухне. Интересная планировка, конечно. Вот это прикол. Надо будет проверить еще электричество. Потому что в квартире снизу воды не было. Так, рижская тарелочка. Кружки. Тут, видимо, кто-то спал прямо на кухне даже. Интересно. И туалет, и кухня, и спальня все в одном помещении. Так, тарелочки еще. Кружки. Кастрюля. Журнальчик 12-го года. Вот опять же, люди хранили журналы старые, и поэтому не всегда по журналам можно судить о том, когда место заброшено было. Следующая комнатка. Здесь была кровать, ее вынесли. И вот стоит крест католический. Видимо, стоял в изголовье. Шкафы пустые. Опять же, люди, когда съезжали, все самое ценное забрали. Телевизор. Света здесь нету. Но там нету и лампочек. Интересная вещица, такой кувшин. Интересный, прямо вот. Такая у него крышка. Какой-то, что ли, усатый кот.
Прикольная ручная поделка с монетками, сантимами. Мышеловка. Да, я, конечно, думаю, что в таком доме мыши вполне могли жить. Вот еще прикольная вещь. Дьявол. Интересное сочетание. Католический крест и дьявол в одной квартире. Светильничек. Кабачки. Причем тоже ничего они не заплесневели, все с ними хорошо. Огурцы маринованные. Совсем тоже свежие. Ну а здесь уже пустой шкаф. Медаль. И DVD-проигрыватель с пультом. Тоже вот люди уезжают, но куда забирать такое старье? Поэтому и остается. Потому что именно личных вещей, таких как там фотографии, какие-то личные документы, здесь я пока еще не видел. Так. Здесь закрыто. А вот это вот следующая квартира. И она, по всей видимости, тоже закрыта. В нее не зайти. Что ж, будем довольствоваться тем, что открыто. Потому что что-то ломать не очень красиво. Так, здесь вещи. Еще одна квартира. Дверь закрыта, но что-то тут... А, вот, собственно, можно туда внутрь зайти. У кого-то была сигнализация в квартире, даже персональная. Но эта квартира, она... Отсюда даже видно, что пустая внутри. Тут даже нету смысла туда залезать. Что ж, вот такое получилось видео у нас про первый многоквартирный дом, расселенный в сегодняшнем выпуске. Могу предположить, судя по книгам, что здесь жили в основном латыши. И то, что ушли люди из этого дома из-за его аварийного состояния. И уходили люди не в спешке, а забрав все свои вещи. И в самом скором времени этот дом уже, скорее всего, будет полностью зачищен и реновирован. На выходе из дома попал в еще одну квартиру. Кастрюли, холодильник. Но это скорее даже не квартира, а какая-то квартира-склад. Очень сильно захламленное помещение тут. Это была чья-то жилая комната. Цветы остались. Много одежды. Кроссовки даже есть. И календарик за 2022 год. Год тигра. Вот это здесь, возможно, жили русскоговорящие люди, если календарик на русском. Телевизор очень древний. Даже не верится, что кто-то в наши дни еще смотрит такие телевизоры. Рабочая тетрадь по алгебре. Здесь тоже, видимо, жили дети. Учились. Не могу открыть тетрадь. Тетрадь по русскому языку, упражнения. Есть быстрое слово ракета. Есть кислое слово лимон. Интересные задания. Фильмы лежат. Письмо из полиции. Далее у нас холодильник. Символ веры. Здесь уже, судя по находкам, жили православные люди. Такая вот картина. Мне кажется, даже сшитая картина из ткани разного цвета. Здесь у нас пусто. Много тут вещей самых разных.
проездной, по-моему, старого типа. Да, это проездной был. Тарелочки, опять же. Опять же, рижские. Что ж, не удержался, я открыл этот конверт с письмом из полиции. Вот, в 2022 году, 7 января, это год назад, у вас украли одежду. И полиция пишет, мы будем разбираться, кто это сделал. И открыто, наверное, криминальное дело, да. Вот такое письмо тут лежит. Давно здесь никого не было. Следующий заброшенный дом тоже совсем недалеко от самого центра города. Но в отличие от других, этот дом заброшен уже очень давно, и его состояние заметно хуже. Даже открытый вход нараспашку. Первая квартира. Интересный кувшинчик. Вроде бы рижского производства. Кофе. Что-то даты на нем я не вижу. Здесь у нас, к сожалению, уже полный погром. Осталась мебель, конечно. Книги на полу валяются. Посуда некоторая на столе стоит. Интересная картина с котиком. Но это даже не картина, а пазлы. Кто-то собирал. Лыжи. Лыжи-чемпион. Советские. Здесь была ванная. Ванну сняли, видимо, на металл. Остались чашки, зубные пасты, бритва даже чья-то осталась. В общем, весь дом снимать я не буду. Это клей, что ли, в форме шприца. Вот, весь дом снимать я не буду, потому что сохранившихся более-менее квартир на самом деле очень мало. В основном везде погром. Росток. Тоже, по-моему, рижского производства, с таким значком. Дом действительно аварийный. Здесь такие дыры в полу. И стоит заброшенным он, думаю, уже немалое количество лет. Что ж, вот и первая квартира, где что-то сохранилось. 2003 год. Конечно, не всегда можно верить календарям, но вполне может быть, что этот дом заброшен уже почти 20 лет.
Самые разные журналы. От времени даже уже скрутившиеся. Так, 2002 года журнал. Журнал «Праздник». Журнал моды. Еще один журнал моды. Сумочка. Думаю, здесь жила женщина. Вон еще туфельки стоят в углу. Одежду всю забрали уже. Еще одна сумочка довольно модная. Игрушки. Чайнички, кружки. Книги лежат. Книги здесь есть как на русском языке, так и на латышском. Вот книжка «Убийца». Следующая квартира. Здесь очень неприятный запах. И все здесь выглядит достаточно грустно. Газета. 2004 год. Рижский сантим. Сейчас таких уже даже и нету. Что ж, пока все говорит о том, что дом был заброшен в 2003-2004 годах. Может быть, поэтому он в таком состоянии плохом и дошел до наших дней. Это уже 3-й этаж. Даже туалетов не осталось. Шкафчик с припасами. Наверное, это был чай. Новгород. Новгородская посуда. По-моему, я такой еще не встречал. Тоже, видимо, чай или лечебные травы. Тут их достаточно много осталось. И бутылка от виски. Большинство помещений вот в таком состоянии. Сюда залезают граффитисты. Даже вот остались баллончики от краски. Обезьяна без головной кости. Крайне странное название книжки. Здесь, к сожалению, тоже уже все пришло в упадок. Еще одна квартира. Кухня. Здесь тоже уже довольно-таки пусто. Чей-то рабочий стол когда-то был.
цветочки, книжки, еще один календарик. Непонятно какого года. Это тот самый внутренний дворик, который только что было видно с крыши. Есть тут еще рядом несколько заброшенных зданий, но они в еще более аварийном состоянии, и заходить туда даже довольно опасно. Такой вот невероятно атмосферный двор-колодец. Забыл еще спуститься в подвал. В подвалах на самом деле порой остается очень много интересных вещей. Колонка музыкальная. Подвал здесь совсем небольшой, как и сам дом. И, к сожалению, здесь уже совсем пусто. Что ж, многие люди пишут в комментарии, удивляются, что у нас в Риге много заброшенных домов, что их настолько много и в самом центре. Есть, конечно, очень большое количество домов, которые реновируют. Иногда реновируют только внешнюю сторону дома для того, чтобы он хорошо выглядел снаружи, а внутри он стоит пустым. Иногда реновируют полностью дом, но это бывает редко. А некоторые дома, вот такие как этот, долгое время пустуют. Что примечательно, практически в каждом таком многоквартирном доме видны строительные материалы, следы того, что пытались начать делать ремонт. Видимо, людей расселяют из-за аварийного состояния дома. Хотят дома ремонтировать, но, как показывает время, иногда получается, а иногда что-то идет не по плану, и дома долгое время стоят брошенными.